Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошный, многофункциональный шоколадный крем-ганаш буквально из двух ингредиентов. Я не случайно называю его и крем, и ганаш. Он идеально подходит как для украшения, выравнивания, так и для наполнения тортов, пирожных и капкейков. И вторая его функция, он прекрасно, просто превосходно может быть использован как глазурь для тортов и пирожных. Из него получается такая глазурь, которая не крошится, которая не белеет при застывании на изделии. Все покажу и расскажу в данном видео. Вот так этот ганаш распределяется в качестве глазури на изделии. Прекрасно нарезается потом без крошек. Этот крем-ганаш готовится буквально из двух самых элементарных ингредиентов, которые, как правило, у всех есть в наличии. Настолько он прост, что приготовит его даже новичок, который вообще не имеет никакого отношения к кондитерскому делу. И сначала я здесь буду показывать, как приготовить его, этот крем-ганаш в качестве крема. Здесь у меня 200 грамм размягченного сливочного масла. Я его взбиваю примерно пару минут до побеления и пышности. И здесь я растопила сразу 200 грамм темного шоколада 50% какао. Я сейчас порциями вливаю растопленный шоколад в масло. Все это просто объединяю. Ничего я долго здесь не взбиваю. Взбивать бесполезно. Шоколад у меня здесь примерно сейчас 33 градуса Цельсия, но все равно это слишком теплая масса для того, чтобы ее взбить уже до устойчивых пиков. Поэтому уберем сейчас ее обязательно в холодильник минут на 10-15. Сейчас я просто объединяю уже всю эту массу, собираю все это со стеночек посуды обязательно, чтобы уже проработать миксером, чтобы масса была полностью однородной, и мы к этому уже больше не касались. Буквально здесь пару секунд еще объединяю миксером. Вы видите, масса такая жидковатая, то есть взбивать ее нет смысла дальше. Здесь нужно ее обязательно охлаждать. Шоколад для любого ганаша, да и крема тоже, особенно темный, конечно же, в идеальном случае растапливать только на водяной бане, не в микроволновке. Убираю сейчас эту миску минут на 12 в холодильник. У меня прошло примерно 12 минут. Даже не 15. Я достала массу из холодильника, и она уже вот так прекрасно объединяется и взбивается. Все это зависит будет, конечно, от той температуры, которая выставлена у вас в холодильнике. Может, в вашем холодильнике понадобится чуть больше или чуть меньше времени. Ее можно еще более охлаждать, но уже не до состояния камня, чтобы она была еще более устойчивая, эта масса. Но меня все устраивает. Я уже наполняю этой массой кондитерский мешок. Насадка здесь у меня кондитерская 2D. И я сейчас покажу вам самое распространенное украшение, то есть шапочек у капкейков. Естественно, этим кремом можно выравнивать также торты превосходно. И также украшать полностью торты и наполнять. Торты, когда нужна именно такая начинка, к безейной начинке очень хорошо подойдет этот крем. Здесь крем с таким взрослым насыщенным шоколадным вкусом. Если вам нужно, допустим, на детские какие-то десерты этот крем, следует взять 100 грамм молочного шоколада 25% какао и 100 грамм темного шоколада 50% какао и растопить это все на водяной бане и взбить также с маслом. И тогда получится очень богатый крем со вкусом молочного шоколада. Но такой уже сладковатый будет крем. Вкус у этого крема как у Ice Chocolate. То есть Ice Confect, кто в Германии живет, знает, что это такое. Это шоколадные конфеты, буквально сразу тающие во рту. Вот это вкус вот этого крема. По-другому я не могу это описать. Сразу наносится прекрасно. Здесь вот эти дырочки небольшие в креме, это именно от того, что мы взбивали его сейчас ручным миксером. В планетарном миксере будет очень гладкий, глянцевый, красивый крем. Также им прекрасно выравниваются торты. Этот крем-ганаш также можно использовать и в качестве крема для выравнивания тортов под мастику. Но он будет не таким стабильным, как тот ганаш, который мы берем для 3D-тортов под мастику, где 200 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. Зато этот крем, если под мастику его использовать для обычных, допустим, круглых тортов для выравнивания, он не будет так раскалываться при нарезание и крошиться. Естественно, им можно выровнять любые домашние торты и также использовать его в качестве тонкого кремового покрытия под белково-заварной крем. И сейчас я вам покажу, как этот крем-ганаш ведет себя в качестве глазури на тортах и пирожных. Здесь у меня также 200 грамм темного шоколада 50% какао, добавляю туда 200 грамм сливочного масла. Все это перемешиваю и уже могу использовать в качестве глазури. Здесь я делала пирожные Прага, я просто абрикосовый джем. Прекрасный на джем даже он ложится, не говоря уже о кремах, о разных. Вот настолько хороший ганаш, вот этот глазурь, вот это. Сейчас я убираю его
буквально тут на 10-15 минут в холодильник, и вот так он превосходно просто нарезается, этот ганаш. То есть вот эта глазурь. При нарезании любых изделий с глазурью всегда следует прорезать как бы острием ножа, не плашмя просто вот так класть нож на изделие, а погружать кончик ножа в изделие. Вы посмотрите, насколько красивый разрез. И вот это элементарнейшая глазурь. Ссылочку на приготовление пирожных Прага я, естественно, оставлю вам в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.